Мао Цзэдун бесспорно самый известный китаец 20 века, всемогущий лидер и крупная фигура современной мировой истории. Он был революционным активистом, организатором и военачальником почти 3 десятилетия до победы коммунистов. А 27 лет жил, формируя историю новой народной республики. На протяжении всей своей взрослой жизни Мао был талантливым писателем. Ряд его работ о крестьянской революции, партизанской войне и классовой борьбе в постреволюционном обществе были очень популярны в то время и повлияли на революционное движение как в Китае, так и во всем мире. Его подход к поэзии и каллиграфии, несомненно, был усилен его статусом лидера, но нельзя отрицать также и талант в этом ремесле. Под руководством Мао Китай из слабой, раздробленной страны превратился в мощную державу на глобальной арене. Однако его видение социальной трансформации Китая провалилось. Он не нашел способа сделать Китай одновременно и равноправным, и процветающим. Все его попытки сделать это привели к огромным страданиям китайского народа. Во время революции его безжалостность по отношению к своим противникам и его циничная эксплуатация своего культа личности в конечном итоге разочаровали многих его последователей. К моменту его смерти вера Мао в популярную классовую борьбу и непрерывную революцию стала совершенно непривлекательной для простых людей, а моральный авторитет коммунистической партии начал падать. Его преемники искали новую легитимность коммунистического государства в обещаниях повышения уровня жизни. Это должно было быть достигнуто за счет возврата к рыночной экономике, отказа от классовой борьбы и признания развития значительной степени неравенства. Несмотря на выдающиеся достижения по меркам самого Мао, его революция имела лишь ограниченный успех. В последние годы XIX века Китай был беден и слаб. Династия Цин неоднократно дискредитировала своей неспособностью защитить страну от посягательств на ее суверенитет со стороны западного и японского империализма. Происхождение Мао Цзэдун было скромным. Он родился 26 декабря 1893 года в сельской семье Шаошань, провинции Хунань на юге Китая. Его отцом был Мао Ичан, родом из бедной крестьянской семьи. Уже после службы в армии Ичан вернулся в свой родной регион и начал работать фермером. Отец Мао купил небольшой участок земли на деньги, которые ему удалось скопить, будучи солдатом. Благодаря упорному труду и строгой дисциплине он постепенно расширил свои владения и увеличил доход семьи за счет суды и торговли зерном. Мать Мао была одной из набожных буддисток, которая занималась воспитанием и бытом в многодетной семье. Известно, что она родила 7 детей, 4 умерли еще в младенчестве. Мао часто ссорился со своим отцом, которого он воспринимал как скупого, резкого и требовательного. Однако молодой мальчик извлек выгоду из сравнительного благополучия, которое его отец принес семье. Он начал помогать на земле, когда ему было 6 лет, но ему также посчастливилось ходить в деревенскую начальную школу, а в подростковом возрасте он отправился дальше, чтобы получить образование. Любовь Мао к матери резко контрастировала с ее враждебностью по отношению к отцу. Набожная буддистка, она иногда вызывала гнев мужа своей щедростью к бедным. В 14 лет он женился на двоюродной сестре по отцовской линии, на 4 года старше его. Для его родителей такой брак не был чем-то экстраординарным, поскольку их собственный брак также был по договоренности, когда его отцу было 15, а матери 18 лет. Однако Мао был против и никогда не спал с этой женщиной и не считал ее своей женой. Она умерла в 1910 году, когда ему было 16 лет. Этот опыт, несомненно, способствовал яростному противодействию бракам по договоренности. В том же году, устав от работы на ферме, Мао поступил в современную школу
в 27 километрах от дома его матери. Хотя его отец был против этого шага, в конце концов он согласился финансировать обучение Мао, поскольку его младший брат Цзэминь, который был на 3 года моложе, был уже достаточно взрослым, чтобы начать работать на земле. Мао рос в то время, когда его страна переживала важные изменения своей истории. Китай оставался в значительной степени закрытым для всего мира, который модернизировался без него и оставался крайне консервативным в своих религиозных, социальных и политических ценностях, мало меняясь и продолжая управляться императором и закрытым правительством имперских ритуалов, как это было на протяжении столетий. Китай активно начал вести торговые отношения с европейскими торговцами, что привело к новому экономическому развитию и всевозможным технологическим инновациям. В поисках лучшего будущего молодой Мао в 1913 году поступил в Хунаньский педагогический колледж, чтобы стать учителем. В студенческие годы он осознал ценность организаций и групп единомышленников, и в 1917 году он был одним из основателей нового народного исследовательского общества, студенческой дискуссионной группы. Уже в следующем году Мао получил высшее образование и отправился в Пекин, где его бывший учитель Янь Чанцзи был профессором этики, который помог ему устроиться на работу библиотекарем в Пекинский университет. Он все больше вращался в кругах людей, которые поддерживали социализм, коммунизм и марксизм как решение политических проблем Китая. Марксизм привлекал многих в то время, потому что большевики, ветвь русского коммунизма, установили контроль над российским правительством осенью 1917 года. Всего через несколько месяцев после падения самодержавного царского правительства. Многие думали, что коммунизм был также подходящим и для Китая, который только что покончил со своим собственным окаменелым автократическим имперским правительством. Мао сам больше не склонялся к этой точке зрения, что вызвало у него пробуждение как политического радикала. В это время, в 1920 году, заговорили об армии Красного Знамени и о победах, одержанных коммунистами в России. К моменту официального создания Коммунистической партии Китая летом 1921 году Мао провозгласил себя коммунистом, полагая, что эта идеология станет основной грядущей революцией в Китае и стимулом его дальнейшего восхождения к власти. Он стал больше ценить борьбу китайского крестьянства по всей стране и его силу в чистом количестве, если бы они были привлечены к коммунистическому делу. И в 1930 году Мао, который к тому времени был одним из лидеров китайского коммунистического движения, учредил правительство в юго-западной провинции Цзянси, где он стал председателем. В 1943 году он укрепил свой контроль, и его китайская коммунистическая партия увеличилась в размерах. Он впервые стал председателем как партийного секретариата, так и политбюро партии. Мао начал утверждать, что китайский коммунизм будет иметь совершенно иную форму, чем та, которая сложилась в Советском Союзе. Вскоре Мао провозгласил основание Народной Республики Китая 1 октября 1949 году. Гражданская война между коммунистами и националистами подошла к концу после более чем 20-летнего конфликта. Мао Цзэдун вступил в должность первого председателя Центрального народного правительства. Сразу после окончания гражданской войны Мао направился в Москву зимой в 1949 году. Здесь он добился крупной финансовой поддержки для Китая, а также технологических советников. Соглашение было заключено с молчаливым признанием Мао перед превосходством Сталина. В коммунистическом мире Мао пришлось подождать несколько лет, прежде чем он мог попытаться пойти своим путем. Послевоенные годы в Китае ознаменовались началом широкомасштабных политических, социальных и экономических реформ. Земли из рук крупных фермеров и помещиков переходили в руки более бедных крестьян. В 1950-х годах Мао сформировал четкое представление о том, как, по его мнению, должен развиваться коммунизм в Китае. Коммунистическая идеология и поддержание власти в Китае
была обеспечена жестоким самодержавием, и это станет очевидным на протяжении его долгого председательствования в периоде 1960-х и 70-х годах. Он также много читал о марксистско-ленинистской мысли, имел представление о том, как будет развиваться коммунизм в Китае в начале 50-х годов. Это видение включало в себя промышленный потенциал быстрорастущих городов Китая на восточном побережье, а также ее реки, уводящие страну от ее зависимости в сельском хозяйстве. Мао утверждал, что коммунисты пришли к власти благодаря Красной армии, окружившие города, оккупированные националистами и японцами, а затем их захватили, когда они были достаточно сильны. Теперь китайские города должны были расширяться вовне и приближать страну к достижению коммунизма, как это было описано Марксом. Первый пятилетний план с 1953 по 1957 годы были направлены в первую очередь на снижение зависимости китайской экономики от сельскохозяйственной продукции и переход к превращению в мировую державу за счет создания индустриальной экономики при советской финансовой поддержке и через опыт, предоставляемый российскими советниками. Новые заводы были построены по всей стране, фермы по всему Китаю были коллективизированы и переданы в управление государству. Крупные и средние инфраструктурные и экономические проекты, включая железные и автомобильные дороги, новые дамбы, связывающие части Китая друг с другом, способами, которых раньше никогда не было, в результате чего производительность промышленности в Китае увеличилась более чем на 100%. В целом первая пятилетка под руководством Мао имела огромный успех в экономическом плане. Но в этом успехе были посеяны семена разрушения из-за высокомерия, которое теперь проникло в Мао и его коллег, и которое приведет к катастрофическим последствиям во второй пятилетке. Мао считал, что ключевыми показателями развития экономики Китая будет производство зерна и стали. Если их можно будет быстро увеличить, то заявит о себе на мировой арене. Все мощности и технологии государства были развернуты в 1958 году, чтобы начать увеличивать темп производства зерна и стали путем создания новых плавильных заводов и передачи все большего количества сельскохозяйственных земель для производства зерна в огромных количествах. С этой целью сельскохозяйственные угодья были коллективизированы в гигантские совхозы, а миллионы рабочих были переведены в разные отрасли экономики. Они были обучены за счет государственных средств. Партийные чиновники были отправлены в сельскую местность и города, которым было поручено максимизировать производство. Однако многие из этих инициатив потенциально были опасны с самого начала, так как государство в некоторых случаях использовало экспериментальные методы ведения сельского хозяйства. Сначала были некоторые признаки прогресса. Производство стали и чугуна действительно увеличилось на начальных этапах большого скачка вперед, но механизм его повышения оказался катастрофическим в своем стремлении показать хорошие результаты. Но хуже всего было то, что сельскохозяйственные инструменты были необходимы для производства продуктов питания по всей стране. Их часто бросали в печи и переплавляли, чтобы местные партийные чиновники могли зафиксировать более высокие объемы производства стали в своих районах. Результатом стала нехватка основных инструментов для ведения сельского хозяйства, поскольку за месяцы последствия всего этого между 1958 и 1961 годами были катастрофическими. Миллионы фермеров были вынуждены работать на заводах в городах, а в поселках не хватало людей для производства продуктов питания по всему Китаю. И это еще усугубилось тем фактом, что производство продолжало экспортировать зерно и другие сельскохозяйственные продукты, чтобы увеличить свои доходы, а также поддерживать видимость роста производительности к концу 1958 года. Уже в следующем году производство зерна упало примерно на 15-20% в целом по стране. К этому времени было уже слишком поздно. Это привело к масштабному голодомору по всей стране. В эти годы население составляло примерно 660 миллионов человек, в результате чего от голода погибло не менее 25 миллионов. Этот период стал самым катастрофическим в истории Китая.
конце 50-х и 60-х годах Китай все больше изолировался на мировой арене. Между Мао и советским премьер-министром Никитой Хрущевым нарастала напряженность. Даже с тех пор, как Хрущев сменил Сталина в середине 50-х, Мао был особенно обеспокоен разоблачением Хрущевым жестокого авторитаризма Сталина и его более умеренной позиции по отношению к западным державам. В 1964 году значительно усилился культ личности председателя Мао Цзэдуна. Ее имя все чаще упоминалось на радиопередачах. Китайское радио увеличило выпуск революционных песен, восхваляющих лидерство Мао, в то время как западная классическая музыка исчезла из эфира. Мао считал свой культ защитой. В этот момент простые китайцы не знали о разногласиях между руководством Коммунистической партии и его коллеги не понимали, насколько глубоко Мао чувствовал себя отчужденным от них. В середине 70-х у Мао начался новый этап жизни, когда его здоровье стало сильно ухудшаться. Он страдал от нескольких болезней сердца и легких. Последнее значительно усугубилось его постоянным курением. Несмотря на слабое здоровье, Мао в чрезвычайной степени сохранял контроль над судьбой Китая и над своими запуганными и почтительными коллегами. Он разрешал все меньше и меньше дискуссий. После 1973 года он перестал посещать заседания Политбюро, однако другие партийные лидеры, хотя и могли попытаться манипулировать мнением Мао, никогда не выступали против его пожеланий, когда он их ясно излагал. По мере того, как физический упадок Мао прогрессировал, борьба за преемственность усилилась. И всем было известно, что у него проблемы с сердцем. Тем более, что в 1974 году у него диагностировали болезнь двигательных нейронов. По мере того, как он постепенно терял контроль над мышцами из-за болезни, его лицо искажалось, и ему требовалась помощь сопровождающих, чтобы ходить. Мао перенес несколько сердечных приступов, и 9 сентября 1976 года в возрасте 82 лет врачи диагностировали его смерть. Государственные похороны, продолжавшиеся неделю, длились с 11 по 18 сентября, во время которых мимо его тела прошли сотни тысяч китайцев. Огромный мавзолей Мао Цзэдуна, в котором находится его забальзамированное тело, стоит посреди площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Мао Цзэдун – одна из самых спорных личностей в истории Китая, да и в истории современного мира. Для некоторых он был жестоким тираном и массовым убийцей, под властью которого умерли более 50 миллионов человек. Однако для многих других он является одним из величайших героев современного Китая, человеком, который обеспечил выживание китайского коммунизма и заложил основу экономического чуда Китая, которое началось еще в конце 20-х годов. Сегодня его лицо изображено на китайских банкнотах. Его портрет до сих пор возвышается над площадью Тяньаньмэнь, глядя через огромное символическое пространство на его мавзолей. Революция Мао улучшила жизнь тех, кто ее пережил, принеся экономическое развитие, образование и модернизацию, на которых строится последующий прогресс. Это воссоединило Китай и сделало страну той силой, с которой сегодня считается во всем мире.